В Oriflame снова появилась рассыпчатая пудра The One, и в этом видео я сравню ее с предыдущей версией рассыпчатой пудры Aura, и также расскажу о ее свойствах и протестирую на лице, расскажу разные способы применения. Если вам все это интересно, поехали! Приходит в оранжевой упаковке картонной. Внутри мы находим коробочку. Завинчивается крышка здесь. Когда вы ее открываете, то внутри находите, как правильно пользоваться, вдруг вы не знаете, прозрачный целлофанчик, который приклеен к поверхности крышки внутренней. И вам его надо отогнуть. Не надо снимать его полностью. Освободите где-то 2-3 дырочки. Кто-то, я знаю, эти дырочки прокалывает. Но вот для меня оптимальное применение – это чуть-чуть отогнуть вот этот целлофанчик, для того, чтобы можно было его в случае чего закрыть, но вдруг вам придется ее транспортировать все-таки, и насыпать небольшое количество этой пудры в крышечку, чтобы потом из крышечки забрать кистью, либо спонжем, тоже расскажу вам сегодня, как можно применять этот продукт, и перенести уже на лицо. Обещают, что новинка будет придавать макияжу безупречный свежий вид благодаря прозрачному матовому финишу, который будет сохранять стойкость на протяжении 12 часов. И все благодаря комплексу специальному матирующему, который будет мгновенно размывать поры, стирать морщины, создавая гладкую поверхность матового макияжа. Формула пудры содержит более 90% порошков для предотвращения эффекта отблеска и не содержит абсолютно ингредиентов, которые усиливают отблески, таких как солнцезащитное средство, мерцание или какие-то блески. И это на самом деле большая сложность, потому что если я наношу, например, крем SPF или тональное средство содержит SPF, 100% этот продукт будет бликовать на видеосъемке, вообще независимо от того, какой бы свет я ни поставила. И я так понимаю, что в повседневной жизни эффект вот этих бликов сохраняется. И нам обещают, что данная пудра, она будет просто все эти блики стирать благодаря именно своему составу. В новиночке у нас 5 грамм, тогда как предыдущая версия пудры Aura имела чуть-чуть побольше вес, и в ней было 7 грамм. Давайте для начала сравним оттенок. В предыдущей версии у меня вот два варианта пудры Aura. Это белый совсем оттенок. Когда ее снимали с продаж, я прямо запаслась, потому что рассыпчатая пудра – это идеальный продукт, который фиксирует макияж. И макияж выглядит очень естественно, долгое время. Если компактной пудрой вы пользуетесь, то она все-таки его немножечко усаживает, прибивает. А рассыпчатая пудра делает макияж невероятно натуральным. И если мы посмотрим оттенок, то в прошлой версии белый и бежевый, ярко выраженный, а вот новиночка, она имеет такой светло-жемчужный цвет, очень красивый. Он будет подходить абсолютно любому тону кожи, но не подбеливать, как предыдущий оттенок в Ауре, а создавать именно бархатную поверхность кожи, делать ее похожей на персик. И сейчас я хочу протестировать скорее на лице, специально не тестировала, ждала съемку, чтобы вместе с вами это сделать и поделиться впечатлениями. Какие варианты есть использования пудры? Ну, самый первый вариант – это нанести просто на голое лицо. Я таким вариантом не пользуюсь, но он тоже заявлен в рекомендациях к этой пудре. То есть вы берете кисть, как правильно пользоваться, набираете с одной стороны чуть-чуть боком, не надо вот так вот возить, и зачем вам всю пудру забивать внутрь кисти, чуть-чуть набрали, стряхнули, постучали кистью по крышечке. Кстати, крышечка маловато для большой кисти. В Ауре она была побольше и удобнее было. А здесь прям надо это все аккуратно делать. И потом вы переносите эту пудру прижимающими движениями на лицо. Как я уже сказала, есть один из способов, это сразу на голое лицо наносить для создания бархатного матового макияжа, но так как у меня сейчас тон есть на лице, поэтому сразу переходим к следующему варианту, это подправить макияж. То есть вы берете и прижимаете кисть ко всем тем участкам, где у вас
блики, блеск, где вы хотите создать вот этот вот матовый эффект. Слушайте, это очень интересно, но на самом деле уходит блеск с лица. Вот сейчас я взяла специально пудры побольше, не стряхнула ее в крышечку, чтобы посмотреть, будет ли перегруз. Нет, абсолютно текстура невесомая. И я вижу, что вот просто блеск там, где он был, он исчезает, как будто бы макияж я только что сделала. То есть 3 варианта. Голое лицо. Второй вариант — это закрепление макияжа, когда вы его только что сделали и нанесли сверху пудру. И третий вариант — это подправить макияж, убрать жирный блеск и блики. Рекомендую вам перед тем, как припудриваться, пользоваться либо матирующими салфетками, либо матирующим роликом. Тогда макияж будет свежее и эффекта от пудры будет больше. Но эта малютка прекрасно справляется, я хочу вам сказать. И я, как бессменный обладатель постоянного блеска на лице, я ищу текстуры, которые могли бы сделать кожу мою более натуральной и более естественной, потому что если чуть-чуть мне не подходит тональное средство, то начинает бликовать сразу. Если у меня такие зрительницы, если есть, то отзовитесь в комментариях. И я ищу всегда пудру качественную, чтобы она вот прям держала макияж, тональное средство хорошее. И вот эта пудра, я вижу, что свежесть она придала моему макияжу, кроме того, что убрала блеск. Есть еще один вариант, я хочу с вами сейчас его протестировать, который предлагает Oriflame. Внимание! Набираем пудру в крышечку. В Oriflame на сайте советуют другой спонж использовать, вот такой. Но у меня его нет сейчас, поэтому я взяла вот такой черненький. Обязательно нужно его смочить и набрать на влажный спонж. Я даже не знаю, что у меня сейчас получится. Рассыпчатую пудру. Довольно плотно она набралась, но по текстуре обещают, что будет очень хорошо фиксироваться макияж. Вау, смотрите, как это здорово получается. Я даже не ожидала такой эффект. Я, возможно, буду таким способом пользоваться. Смотрите, у меня лицо стало, не знаю, видно ли вам, но если здесь больше видно неровностей кожи и просто ушел блеск, то с этой стороны кожа стала очень-очень ровной и розовой. Слушайте, это какой-то прямо эффект крем-пудры получается у данного продукта. Но у меня прям еле-еле влажный спонж, и, честно говоря, хочется все больше и больше набивать эту пудру на лицо, потому что кожа остается естественной, абсолютно сглаживаются все неровности цвета и неровности тона. Ну, спасибо Oriflame за такой лайфхак по использованию рассыпчатой пудры. Я давно люблю этот продукт, и вот вы видите, The One у меня еще сохранилась из запасов пудра Aura, и, конечно же, новинкой я тоже буду пользоваться дальше. Я очень рада, что она вернулась в каталоге. Я надеюсь, вам был интересный и полезен мой обзор. Делитесь впечатлениями своими от рассыпчатой пудры, и как вы применяете ее, расскажите обязательно. Ну и, конечно же, ставьте лайк, если вам было интересно видео, и подписывайтесь на канал Звезд, и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получить оповещения и посмотреть новые видео о новинках Oriflame на нашем канале самыми первыми. Пока-пока.